Ну и вот, ребята, метров 30 прошли. Здесь сразу все Orange, Etisalat, Ви, все их мобильные здесь операторы здесь находятся. И мы вот нашли своего. И сейчас заходим. Сколько и будем пополнять. Будем пополнять? Счет. На 47, на 300 фунтов или на сколько? Угу. Да? Так, и... Пополнить счет на 300 фунтов. И сейчас мы это посмотрим, как это все будет происходить. Так, пока Катя будет пополнять, я вам, ребята, немножко расскажу о мобильной связи в Нубе. В Нубе, если вы пользуетесь мобильным интернетом, то лучше всего пользоваться мобильными системами Ви, мобильным оператором Ви. You need 47 gigabytes and you will be 300 pounds. Так, вам нужно 47 гигабайт, вы получите 300 фунтов стерлингов. Ок. Ок. Okay, give me your mobile. Да, вот при помощи такого вот мобильного переводчика мы пользуемся. Так, сейчас Катя пополняет. И что могу сказать? Получается, если вы покупаете, вот мы, допустим, покупали симку, вы покупаете симку, как мы, на 60 гигабайт, на самом деле это дается не 60, а 47. Стоимость ее составляет 500 фунтов, это примерно получается $25. Мы в аэропорту покупали, здесь она такая же самая цена. Если симка у вас есть и вы хотите пополнить мегабайты, то вы уже ложите только 300 фунтов. 300 фунтов это $20 ложите и получаете, пополняете до 47 мегабайт. Так, ну вот, и получается, значит, пополнение 300 фунтов, $20, и вам опять дается 47,5 мегабайт. Ну, как пишут они, 60. И опять, это для туристов 47,5. Если вы начинаете пользоваться интернетом, или вот, допустим, как я забрасываю видео на YouTube, у вас получается расход гигабайтов идет в 2, а то и в 3 раза больше. Идет мало того, что передача, еще и отдача оно берется. Потому что это все сделано из-за того, потому что когда приходите вы покупать, вы даете российский паспорт. Они видят, что это турист, и продают вам туристическую визу. Если же вы через знакомого араба купите арабскую, то, соответственно, ваши гигабайты, они в 3 раза меньше будут расходоваться. Это уже проверено, потому что те старожилы, которые здесь постоянно живут, они уже этими пользуются. Они не покупают на свои паспорта, они знакомятся с таксистами, с арабами, дают им 50 фунтов, 5, 10, $20, кто как это торгуется. И они покупаются на свой арабский паспорт, и, соответственно, мегабайт увеличиваются. Но мы как недолгий срок здесь находимся, ну, мы уже пополним, потому что мне еще пару видео скинуть, остальное, как говорится, все это готово. Вот, смотрите, какая антисанитария. Смотрите, ребята, действительно ловят крыс. Лежит на дороге крыса, и ворона ее ест. Это, конечно, трэш. Трэш, конечно. Это только можно увидеть. Это можно только увидеть в Египте. Так, дальше информация. Получается, если же вы проживаете здесь постоянно или на долгий срок, то, конечно, вам лучше арабскую симку. Есть еще вариант, если у вас работа связана с интернетом, или вы там блогер, или пользуетесь интернетом довольно часто, то вам лучше всего домашний интернет. К примеру, ну, допустим, скажу, в Нубе лучше всего Orange, потому что знакомый у меня, у него Orange, домашний интернет, и его хватает. Он берет на месяц 240 гигабайт, стоимость где-то там порядка 300-400 фунтов, около $20-25. И оформлена она на араба, и он пользуется, можно сказать, неограниченные звонки, он работает, занимается, ну, постоянно с интернета не выходит, и ему хватает, потому что это все оформлено на арабскую симку, и арабский этот домашний интернет. Ну, домашний интернет, он выгоднее. Допустим, я скажу вот по Ви,
к примеру, если 47 гигабайт это стоимость $20, то, соответственно, $25 домашний интернет это будет составлять где-то порядка 250 гигабайт, 240 гигабайт домашний. Ну да, что такое домашний? Это дается вам приставка, не приставка, а модем. Как у нас дома стоят модемчики, вы его подключаете к квартире, даете раздачу и пользуетесь, можете даже соседу дать раздачу. Есть еще такие мини-модемы, портативные, они заряжаются от электричества, там, по-моему, хватает от 6 до 10 часов их. Портативный, вы можете носить в кармане и как бы давать раздачу своему телефону или же другим. Ну и опять же, самое главное, если вы здесь на длительный срок, лучше всего оформлять не на свой паспорт, а на египетский. Поэтому на этом вы реально очень сэкономите, потому что мы вот в течение месяца ходили тоже по гостям, смотрели, как расходуется интернет, потому что интернет мне немаловажен, потому что я сам сбрасываю здесь же вам видео и сбрасываю их не в HDMI, а 4К сбрасываю. Они тяжелые, весят очень. У меня получается 20-минутное видео, целую ночь оно загружается на YouTube, и, соответственно, съедает оно меня, я вам скажу, примерно так, 10 гигабайт, а 10 гигабайт, ну, где-то около $3-4. Вот такая вот. Если бы это было все на арабскую, на это, то это, соответственно, бы все это, можно сказать, незаметно бы происходило. Так, и вот Екатерина вышла у нас. Так, и вот Катя у нас пополнена. И мы сейчас смотрим. Смотрите, можно телефон? Да. Смотрите, можно скачать вот такое вот приложение, и на нем вы видите, вот мы пополнили. У нас 80 836 мегабайт или 80 тысяч гигабайт. 8 тысяч. И здесь же 8 тысяч гигабайт. Там 1400 минут дается внутри Египта. Да. Приложение вот так вот выглядит. Ой, вы его можете в Play Market скачать. Регистрируетесь там элементарно все как бы, ну, хоть на английском, но мы без знания английского разобрались. Проходит регистрация, вверху пишется ваш номер телефона, вот. Так, ребята, вот так вот выглядят магазинчики Ви, это сотовые операторы. Так, вот мы, ребята, в офисе Ви, пополняем счет, интернет. Так что я считаю, что на сегодняшний день Ви как бы лидирует по Египту, потому что ловит и в Луксоре, и в Хургаде, как бы так. Да, проблемы со связью здесь вообще везде как бы есть. Но по крайней мере, даже по отзывам тех же самых вот друзей, которые здесь находятся, у нас более-менее, ну, тоже пропадает. Как вот вы сейчас... 47 гигабайт. 47? Ок. Да, вот мы пытаемся пополнить. 47 это получается 300. 300. Это 47. Брать? Давайте до 300 даже. Ок. Сейчас, минутку. Сейчас мы пополняем, ложим 300. Когда деньги придут? Получается $20 мы ложим и пополняем мегабайты. 47 гигабайт. Так, получается 300 дирхам, $20, это 47 гигабайт. Мы пополняем. И сразу же нам пришла смс-ка о поступлении денег. Ну, в плане этого, что более-менее нравится, потому что быстро деньги как бы приходят. Ну, не всегда, потому что в городе ложили, была система не работала, могли на сутки задержать. Но, говорю, по сравнению с другими водофонами,
это более-менее нормальное. Как бы уже проверили на себе. Они мне пришли ко мне эти деньги. Да, Вот только только что. пополнили. Вот он пишется 3,7 у меня было, 70 египетских. И вот 5. 55 268 гигабайт. 55 гигабайт, это получается 55 тысяч мегабайт. Было у нас 8, пополнилось 47. Конечно, гигабайты это не те, которые у нас. У них они как-то списываются намного быстрее. Но все равно мы находимся в Египте, и поэтому, как говорится, живем Но- по их правилам. Получается, смотри, мы купили сперва 57 гигабайт, потом мы купили 47. Это получается 104 тысячи мегабайт. Да. Вот, все оно вот здесь вот итого сколько, Фиксируется. а это остаточек. И вот у меня 55%. Вот у меня 55 тысяч мегабайт. Ну, если честно, лазить, если, например, зайти в Одноклассники, ВКонтакт, например, позвонить вот на 20 минут, оно где-то съедает 100 мегабайт. Это если на 20 минут. Помнишь, мы с тобой засекали? Да. Ну, где-то так. Ну, если так не сильно лазить, Ну вот сегодня целый день мы пользовались приложением Maps. Целый день вот включили его в 8. И вот сейчас 8-12 часов мы использовали. И сколько у нас там списалось? Там сейчас скажу. Где-то 100. ну вот 100 за целый день использования. Да, если забрасывать видео на YouTube, оно как бы списывается. Тем более, если я забрасываю 4К, конечно, списывается 10 гигабайт или 10 тысяч мегабайт, списывается за 20-минутное видео. Ну, это Так что- тянет, да. Да. Ну, плюс что 4К. Если попроще сбрасывать, оно, конечно, не так много съедает. Так что, в принципе, можно сказать, что это одна из лучших пока мобильных сетей. Ну, хотя, честно говоря, многие тоже подключены на другую, но нам больше это понравилось, как бы. А вы уже сами делаете выводы.